Добрый день. Сегодня в студии «Добрый день» с сердитым пряником шаманка Танай Мари. Вообще, на самом деле, почему она участвует в наших подкастах? Во-первых, дело в том, что эзотерические программы на телевидении, в цифровом пространстве собирают очень высокие рейтинги. И это связано с несколькими вещами. Во-первых, люди пытаются, что называется, узнать свою судьбу. Во-вторых, есть большой слой людей, у которых мистическое мышление. Но есть одна проблема, которая лично у меня вызывает очень много вопросов, и я бы хотел с этого начать. Эзотерика очень контактная вещь, она требует, вот здесь вот вы сейчас можете, допустим, спроецировать на меня какой-то ритуал, а в цифровом мире-то как с этим быть вообще? Вот мы сейчас здесь находимся, а как наши зрители, как мы на них повлияем этим, и вообще, зачем люди смотрят эзотерические программы? Привет, очень рада быть в этой студии. Спасибо большое за то, что ты пригласил, и были вы инициаторами этой всей истории. Во-первых, я не шаманка, я шаман. По поводу... Это я политкорректно сказал. Хорошо. По поводу... Да, действительно, мы сейчас живем в цифровом мире, искусственный интеллект все больше и больше на нас напирает, и, что греха таить, я тоже этим пользуюсь. Но мы же живем, я в шоке. мы живем в мире. Мы живем в социальном мире, и мы есть дети природы. Ты согласен с этим? Да, естественно, мы дети природы. Все, есть мир, да, совершенно верно. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, сегодня вот еще один момент. Перед нами Елена Конотопова. Это продюсер этого телеканала. И я уже сказал про мистическое мышление. Я важно. мистически оказалась сегодня с вами в студии. Да, мистическим образом в студии. И на самом деле более характерно мистическое мышление для женщины. Поэтому я не задам даже половины тех вопросов, которые может задать Елена. Поэтому она сегодня с нами. Итак, все есть мир. И цифра, и природа, все есть единый мир. Да, все есть единый мир. Но знаешь, мы в этом во всем забываем, что мы дети природы. То есть какую-то часть мира упускаем. Мы не то, что упускаем часть мира, мы упускаем себя в этом мире. В этом мире. Потому что мы живем на матери Земле. Да, сейчас все говорят, вибрации Земли повышаются, мы потоки вот эти все и так далее. Да, все действительно так, и Земля вместе с этим повышает свои вибрации. А тогда можно подробнее о шаманизме? Поясню, это вообще мистика, это вообще эзотерика, это можно к некому мистическому контенту, об этом можно делать передачи, или это что-то вообще другое? Безусловно, это мистическая история, это можно делать мистический контент, снимать его, но к эзотерике это не имеет никакого отношения. Почему? Потому что эзотерика – это все-таки другая совершенно ветка. Шаманизм – это все-таки про вероисповедание, это про веру. Это про веру в то, что мы живем на этой земле. Мы же ходим по земле ногами. Вся беда, знаете, в чем? В том, что мы сейчас стали дети каменных джунглей. Да. Нас оторвали, нам дали продукты питания. Я только сегодня на эту тему думала. Сетевые магазины, питание, которое не несет в себе силы жизни. Все искусственно выращенное. Охотиться не надо, его привозят Конечно, домой? Безусловно. Тем более привозят домой. Мы же движемся вперед, у нас же цифровое пространство, мы никуда от этого не денемся. Просто нужно интегрироваться с этим, но не забывать, что мы состоим из первоэлементов. У нас есть жизненные начала. Мы родились из матушки нашей, из мамы. Мы все вышли из чрева матери. И мужчины, и женщины, неважно какого мы пола. И у нас есть, мы живем не то что в гармонии, когда у нас есть понимание, что мы живем в гармонии с природными циклами, мы меньше болеем. Когда мы понимаем, что осень – это такой период, когда нужно утепляться и употреблять определенного рода пищу, и есть переходные сезоны, у нас есть понимание, что происходит в нашем организме. То есть это про это не про то, что раз в неделю нужно выйти в парк, прислониться к березке
и чисто Поплакать, по-мужски и поплакать. поставить галочку. Выезд на Скупой- природу. Скупой мужской слезой, Да. пустив ее. Алексей Владимирович, практикуете? Нет, я с деревьями не того, у меня все хорошо в этом плане. Но я еще одну вещь, я зато сижу, всякие умные мысли думаю. На самом деле это интересно, потому что сегодня все больше и больше приходится слышать, что вот мы, типа, нам искусственный интеллект это покажет, здесь почешет, здесь погладит, сюда поцелует в попку и какать отнесет. А здесь вот, то есть человек должен как бы не утрачивать свои связи к Земле. Это такое, на самом деле, очень важное вообще, да, я считаю, потому что или мы полагаемся на искусственный интеллект, или мы ищем что-то внутри себя. Я правильно понимаю? Не совсем так. Безусловно, мы ищем что-то внутри себя. Не то, что мы ищем, мы забыли. Мы вспоминаем то, что внутри нас. Но нас поставили в рамки, что сейчас есть искусственный интеллект. Он помогает нам, он как-то помогает нам жить. Но наши извилины от этого не становятся лучше. Мы тупеть начинаем в какой-то мере. Он освобождает нам больше времени для нашей собственной жизни. Но вопрос в том, куда мы будем тратить это время. Ну, это вопрос, что всегда говорили, что вот сейчас машины начнут делать, люди станут лучше. Ну, как говорится, кто-то из классиков писал, радио есть, а счастья нет. А счастья нет, согласна. Так вот, поэтому сейчас очень важно людей возвращать, не хочу сказать в лоно природы, но возвращать к самим себе. Кто мы, зачем То есть мы это вообще здесь. не бегать голыми на природе, это именно вот что-то глубже. Это что-то про Однозначно. наркотики, судя по новостям. Про А что? мы о природе, бегать голыми. Бегать. Ну Слушай, да. ну, сейчас мы можем затронуть вообще это очень такую скользкую тему по поводу растений силы и всего остального, когда много же еще говорят о том, что шаманизм это именно что-то нужно занюхать, скушать, выпить, и вот это вообще к этому не имеет никакого отношения. Шаманизм Абсолютно. это определенные ритуалы, это шаман-проводник, правильно? Если человек, таки дойдет до леса, он вряд ли обязательно- что-то ощутит, правда? Не обязательно доходить до леса, понимаешь? У нас То есть сейчас... даже в лес ходить не У надо? нас сейчас понимание какое? Вот если шаман, ты взял в руки бубен, ты уже шаман. Вот сейчас так люди думают, да? Атрибутика, Как я конечно, всегда есть, говорю, да. как я всегда говорю, не всяк, взявший в руки бубен, может считать себя шаманом. Не всяк, взявший в руки бубен, может считать себя шаманом. Потому что многие сейчас идут именно на внешние какие-то атрибуты. Но это работа со своими состояниями. Ведь как часто такое бывает, когда, например, я провожу практики, там ретриты большие, да, там на практике много людей, много женщин, мужчин, и вдруг выглядывает солнце, или вдруг идет дождь, налетают тучи, гремит гром, сверкает молния во время практики. Хотя, казалось бы, чистое небо ничего не предвещает беды. Потому что наше состояние, оно проецируется на окружающую среду. Потому что мы и есть мир. Наше сознание, не то, что говорят психологи, сознание и подразумевают работу нашу, как бы с одной стороны психической энергии, а с другой стороны работу нашего ума. Но сознание – это часть, все говорят, частица Бога. Мы это называем Великий Дух. Это вот та частица, которая есть у нас у всех здесь, у тебя, у меня. Тогда сейчас вообще глупость скажу. А при чем тут баня? Причем тут баня?
чем тут баня? Потому что баня – это междумирье. Очень мужское занятие. Мужчины Да, любят. 50 лет стажа, люблю везде. И так градусов 100, да? Ну, да. Чтоб так прям, да, ух, чтоб продрало, Чтоб чтобы это продрало, потом да, чтобы снежок, ожог вот был, поры все так закрылись, скукожились вот так вот. а потом открылись. И потом открылись. Я вчера была в бассейне и зашла в баню. Написано «русская баня». Сидеть невозможно. 100 градусов, жарить так, это просто ужас. Я могу сейчас сказать такую вещь, когда банщики заядлые этого вообще не поймут, особенно мужского пола. Баня – это 60 градусов. Что там? Холодно! Ментально Холодно. он сейчас Фу. замерз. Фу! Я мысленно, ментально, извините, Я приглашаю замерз. тебя в баню. Двусмысленно звучит. Окей. Нет, это не звучит двусмысленно, когда Отлично звучит. когда это говорит шаман. Почему? Потому что баня – это междумирье. Ко мне в баню приезжают с разных городов нашей необъятной родины. Недавно были из Тюмени, а на днях прозвучал звонок из Находки. И говорят: Танай, мы хотим к тебе приехать в баню. Раньше в банях рожали женщины, умирали, хоронили в банях. Возрастные переходы. Вы же согласны, что мы живем в мире, и мы меняем постоянно свой статус? Вот ты был мальчиком, потом ты стал юношей, потом ты стал женихом, потом ты стал мужчиной, потом ты стал отцом, и потом ты станешь дедушкой. Ну, вот То это же у меня самое- прелесть, вот это, я пытался представить, это самое, пиджак с карманами, это жених, да, ну все правильно, да. То есть, Но это все равно это статус для общества, и это статус, этапы жизни. ну И да. когда мы четко понимаем, когда правильно совершены возрастные переходы бабками или детками, которые делают это, ребенок энергетически как бы собирается вот та самая матрешечка. Матрешка же Имеешь в не виду, просто пересборка так. происходит, правильно? Совершенно Знаешь, верно. То есть, условно говоря, ты каждый раз себя апгрейдишь, при этом берешь извне. Я, кажется, понял. Вот я становлюсь из ребенка, становлюсь подростком, и мне надо из внешнего мира взять что-то хорошее, ну и прилипает всякая гадость. И вот на самом деле вот эти ритуалы, они позволяют нам пересобраться правильно, то есть стать правильным подростком. Правильным с точки зрения не того, что маму, папу любим, му-му-му, это обязательно, но именно правильным таким вот, знаете, не наркоманом. Правильные ну, надстройки, что ли, взять Умение от природы. брать ответственность еще плюс ко всему на себя. Ответственность. Что у нас сейчас происходит? Дети, которые у нас сейчас растут, вот сейчас там 20 лет, да, и они не знают, что такое ответственность. Очень многие. Так у нас в Думе продлили сейчас до 40 лет, по-моему, если я не ошибаюсь, предлагают продлить в юношеский возраст. Слушайте, ну я никогда не слышала о шаманизме вот такие вещи. Скажем так, все упирается действительно в атрибутику. В бубен. бубен. Ну, бубен как минимум. Ну и определенные ритуалы. Но при этом, если вот просто открыть, я не знаю, Википедию, там даже про обрядовые бани ничего не будет. Хотя шаманизм в России вообще на всей вот огромной территории довольно известное древнее явление. И тем не менее, про вот взросление, про правильные настройки самого себя. Вот я не вижу на эту тему публикаций. Ты используешь, вот с чего мы начали, цифровой мир, для того, чтобы рассказать? Я использую свои соцсети, которые у меня есть, для того, чтобы рассказать, как это вообще все работает. Потому что у меня за плечами, у меня медицинское образование, я акушерка по образованию, то есть у нас семья акушеров. Я изучала тибетскую медицину, я практикую дзогчен, это буддизм, ну, высшая колесница в буддизме. Я была в Мексике, у меня есть посвящение именно из Мексики хранители знаний майя, то есть которые сохранили это все и приоткрывали вот эти дверцы и показывали. Я могу сказать так, что в любой традиции есть баня в том или ином проявлении. Называется она по-разному. Североамериканские индейцы мне давали имя тоже. У меня есть имя, там, оно звучит на Аджибва, я его, естественно, не скажу в эфире, но это медведица, танцующая с бубном. Кстати, Танай Мари – это потомок медведя.
И вот все, что связано с медведем. И это баня в том числе, потому что это переход. Что делает шаман? Шаман дает, грубо говоря, инициацию. Шаман – это имя, даже не имя, это слово, которым называют людей той или иной степенью занимающимися. Мы взаимодействуем с природой, мы взаимодействуем с духами. Проводники как бы по ту сторону, между мирами, да. Вообще, если правильно меня назвать, я карст. Но это слово никто не знает. Я скажу, карст никто не знает. Карст – это колдун, шаман – это тоже колдун. И когда баня, почему баня? Почему мы начали говорить про баню? Это 3 мира. Нижний мир – это мир предков, наш проявленный мир и мир духов. Ну, это действительно так. Вот у меня возникла сейчас мысль такая. Я вот в баню прихожу за совершенно особым психическим состоянием. Я оттуда выхожу в совершенно особом психическом состоянии и ненавижу, когда мне его рушат, ну, звонками, там, еще чем-то из внешнего, скажем так, Вмешательством мира. цифрового мира. Неважно, цифрового, реального, вот есть состояние такое. Но я вот что хочу сказать. Получается, что наше взаимодействие с вот этими всем, что выше, это не посылание туда списка, чтобы не пил, не курил, чтобы деньгами не сорил, чтобы то, сё, 5-е, 10-е. Это скорее требование «дай мне вот это состояние». Чтобы я жил, вот прожил какой-то момент и испытал то, что я хочу. Это об этом? Или все-таки... Потому что очень многие относятся к колдунам и шаманам. Сейчас я тебе списочек дам, ты с ним пойдешь туда, там типа объяснишь ему. Договоришься? Ну, как секретарь при Господе Боге такой. Иди там, или там при В высших небесную силах. канцелярию. В небесную канцелярию сходи, метнись, там, министерство по делам, и вот пусть рассмотрит мое прошение. Но оно же не так это выглядит. Абсолютно не так. А где ты сам в этом? Где сам человек? Ну, сидит где-то в приемной, блин, жмет в руках этот платочек. Это как с искусственным интеллектом. Я сейчас напишу, за меня все сделают, а я вот такой раскинусь вот так вот и буду получать плоды. Ничего подобного. То же самое и здесь. А где человек за этим, за всем? А где понимание происходящих процессов в организме? А где понимание того, на какой ступени развития он сейчас находится? То есть Ведь шаман много... дает еще знания. Однозначно, конечно. Потому что тоже как бы нет в восприятии, в штампах, нет того, что у шамана можно научиться чему-то. Ну, понимаешь как? Обычно все, вот ко мне приходят, научи. Отремонтируй, помоги, отремонтируй, все сломалось, научи, помоги, да? Даже не то, что сломалось, научи, помоги. А знаешь, когда люди видят, что вот ясное небо, и бабах, гремит гром. Ну, я тоже так хочу. Но это же путь, и это же мы работаем со своим состоянием. Это говорит о чем? О том, что вот своим внутренним состоянием я вызываю в людях, которые сейчас, например, у нас есть там обряд очищения, да? Мы можем очищение производить через разные стихии, через разные первые элементы, и начинает громыхать гром. Огонь. А огонь у нас взаимодействует с нашей пищеварительной системой, с нашей печенью. А это желчный пузырь. А это наши... Это принятие решений, это волевые качества. То есть все, что касается печени, желчного пузыря, если рассмотреть вообще так структуру... вот почему у костра на откровенность тянет, вот это вот все. Но это не то... Нет, не обязательно. Это же еще... То есть желчный пузырь и печень – это что? Это волевые качества, это быстрое принятие решений, это воинственность определенная. Ага. Кому это свойственно, мужчинам или женщинам? Ну, мужчинам в большей Ну, степени. естественно, конечно. А что сейчас происходит? Мужчины и женщины поменялись местами. А женщины – это все, что связано с поджелудочной железой. И у нас, получается, правая – это мужская, а левая – это женская часть. И все, что связано с радостью, не то, что вот я хочу порадоваться, дайте мне что-то, чтобы я вот от этого Так, кайфовала. блин, все и интернет-пространство заполнено вот Нет. этими женскими криками. Я хочу радоваться, я не могу жить в этом мире, потому что все очень грустно. У нас все эти вот инфлюенсеры и все прочие, вот, собственно, помогают людям, типа, давай радоваться. Вот это какой-то вот... И что произошло? Мир сломался? Это сломался, да, в какой-то степени сломался мир, потому что нет бабушки, раньше учили внучек. А сейчас мои предки – это я сам такой.
Но сейчас другая история, когда все начинают жутко идти в практике «я работаю с родом». То есть, понимаешь, у нас постоянно перекосы какие-то существуют. То есть работать с родом надо, пока род с тобой живой, Нет. в виде твоих бабушек, дедушек. Они передают знания. Есть определенные переходы, когда... Ну, понимаешь, что все дело? Мы сейчас так глубоко закопаемся, я могу на эту Так тему говорить копаемся, часами. копаемся. Мы пришли супер. сюда разобраться. Так вот, у нас получается как? Нас же оторвали от наших корней. Да. Нас очень сильно оторвали Во от многих этого. смыслах причем. Во многих смыслах. А что такое происходит с деревом или с растением, когда его Пожелает. вырвали из земли? Оно засыхает, оно не цветет, оно не дает плоды, оно просто погибает. И что сейчас происходит? Вот эти деревца, которые вырваны, они не знают, как давать, как цвести. Поэтому вот этот цвет, который сейчас пытаются, давайте радоваться, давайте цвести, давайте. А силы на этот цвет не всегда есть. Да сколько не ори на яблоню. Цвети! Она не будет зацветет. цвести. Хотя нет, можно, знаешь, как поговорить, Ну, подойти, если она помедитирует. поговорить. Или если шаман подойдет, попросит, сделает, покормит определенным образом мать-землю. Она Польёт, может, грубо да, говоря, да, не только покормит. польет, но там разные есть механизмы. И я просто прошу, шаманизм и вообще любая серьезная, бабки-повитухи, которые принимали роды и закрывали роды. И это же все в банях делалось. У нас как-то получился так разговор вокруг бани. Ну, потому что баня — это 3 мира. Просто и еще очень яркие видео у тебя на канале. Не просто завораживает, а прям... Погружает, я бы сказала. Нет, я бы сказала, это удивительная вещь. Вообще, вот мы еще говорили про слово, насколько беспомощно слово шамана в инфопространстве. Не беспомощно. Абсолютно не С помощью беспомощно. видеоязыка, получается, можно даже передать атмосферу, когда просто ролик закончился, не сразу ты из него вышел, ты уже там. Но знаешь как, это не совсем слово, это скорее всего, это не слово, это состояние шамана, которое он передает. Слушай, а вот тут интересный такой момент есть. Я вот сейчас активно взаимодействую с фестивалем эзотерического кино международным. У нас вот в одном из подкастов был его организатор, и я посмотрел, вообще это такая общемировая тенденция с помощью эзотерики искать какие-то глубинные вещи. Так это и есть глубинные вещи. Скорее научиться по-другому о них рассказывать. Ты знаешь, что здесь? Это сейчас модно. Когда что-то модно, когда что-то в тренде, назовем это так, да, сразу появляется куча народа, которые хотят на себя это примерить и сказать, надев на себя, взяв бубен, надев на себя какие-то атрибуты и сказать, о, да, я в тренде, я знаю, как То есть это. биткоин, шаманизм, неважно что, лишь бы... Лишь бы хайпануть. Хайпануть, хорошо. Лишь бы Но хайпануть. мы не хайпуем сейчас. Абсолютно мы не хайпуем. Мы не хайпуем. Ой, я еще только учусь. Мы не хайпуем, мы просто... В Я одной рассказываю очень о том... известной школе, да, в которой как раз учатся очень разные люди и пробуют очень разные инструменты. Вообще реально иногда странно смотреть, что вещи, которые ассоциируются с чем-то таким, не знаю, как слово подобрать, таким натуральным, таким детоксовым. Вот у меня цифровой детокс, я сейчас поеду к шаману, выключу телефон, не буду там ничего смотреть, не буду ничего, погружусь в природу. Пока ты едешь, шаман вещает в твою цифровую среду. Какие-то новые такие времена, но этими временами стоит воспользоваться как раз для того, чтобы наконец услышать тех, кто правильно... А как разобраться, что тебе дали правильную информацию? Вот мы сейчас немножко рассказали о самом шаманизме. Уже понятно, что если шаман злоупотребляет атрибутикой, не дает тебе знания определенные, понимание, что с тобой происходит. Как разобраться, Как кто хороший, понять? плохой, злой? Хороший вопрос. Как Он очень разобраться, хороший, что- потому что А его ты понимаешь, зададут как? большинство наших слушателей. А откуда вы взяли, Алексей и Елена, что вот наша гостья, она хороший шаман? То есть я не прошу тебя сказать, что «а я хорошая». Все-таки помоги нам всем разобраться в сортах. Ну, откровенное мошенничество да. отсеять хотя бы. Да.
Сейчас, во-первых, нужно, когда мы начинаем общаться с человеком, вот как ты пришел в баню, и ты говоришь, что меня баня погрузила куда-то в такое спокойствие, в такое умиротворение, мне хочется побыть наедине с собой. Когда ты общаешься с человеком, вот ты пообщался с ним, да, понятно, что есть гипнотехники, как цыгане, да, работают, вот это вот шу-шу-мушу, ахалай-махалай, человек выходит раздетый, разутый, и без всего, да, без денег и так далее. Но какое твое состояние, когда ты пообщался с человеком, и что ты вынес из этой практики, насколько ты глубоко погрузился туда? Есть это состояние спокойствия и умиротворения? Да, конечно, у меня есть. Это то, к чему я пришел, наверное, где-то то, чему меня учил мой дядя, который, мамин брат, который, собственно говоря, и водил меня в баню, когда я был маленький. Там основной задачей было именно не сделать из мальца настоящего пацана, а вот тебе хорошо, спишь хорошо, отлично. То есть он мне тогда дал понять, что вот ты должен прийти из бани в определенном состоянии. Однозначно. То же самое и здесь. Человек никогда не будет тобой манипулировать, а он будет возвращать тебя к тому, да, кто он ты. действительно не манипулировал от слова совсем. Вот просто, То же самое с шаманом, когда он приходит, то есть задача, не то что задача шамана, а пробудить в человеке его сознание, кто он на самом деле. Вот для чего То есть, он в этом мире. ориентир даже по соцсетям, все равно складывается некое впечатление от канала человека, который себя позиционирует как вот, да, работающий там с духами, с практиками. Если тебе неспокойно, Если тебе уходите оттуда. Однозначно уходите, но ты знаешь, какая есть тут вещь? Я иногда, у меня вот это вот чувство справедливости, оно настолько острое во мне всегда. Я, когда вижу какую-то ахинею, мне прям, как это говорит, забрала, падает, и я просто, забрала, упала, гриву дочесала и пошла вперед на разборки. Раньше было. А сейчас я прекрасно понимаю, что у каждого есть, назовем это причинно-следственные связи, которые мы привыкли называть кармой, да? Вот ты придешь ко мне, а другой кто-то, кому нужно пройти вот этот путь с обманами и со всем прочим, он придет туда, где он увидит атрибутику. И ему нужно пройти там, чтобы понять, что это не работает так. Тогда что мы ты хочешь сказать, что очень многие покупаются на яркие цацки. То есть, когда ты идешь к чему-то глубокому, не всегда хватает времени, энергии, чтобы навешать на свою юрту, на свой дом, на свое дело много ярких цацок. Рекламных, там еще каких-то. Это, я тебе больше скажу, у меня есть статус такой: социально адекватный шаман. Какая прелесть. Когда со мной люди знакомятся, они видят меня, по мне можно понять, там, серьги, кольца я иногда надеваю на себя, зеркало у меня кольца тут с необычными камнями. Да, с необычными камнями, тут вот это вот там и так далее. Но это не всегда есть на мне. И люди не всегда говорят: а ты реальный шаман? Приходите ко мне на практику, и вы поймете, реально я шаман или нет. Ну что ж, понятно. То есть здесь вопрос, скажем так, правильно проложить путь от себя внешнего. Вот я понял, в чем дело. Цифровой мир, он про оболочку. Это, знаете, как есть яйцо, вот ты его раскрасил, что-то на нем нарисовал, это цифровой мир. А внутри там вот это содержимое этого яичка, это то, вот, что соприкасается с землей. И вот, чтобы одно соответствовало другому, чтобы на яичке красиво, а внутри не тухлое, вот. Об этом же, то есть ты исцеляешь, не исцеляешь, а как это сказать, своеобразно помогаешь человеку оказаться в мире с самим собой нынешним. Потому что очень многие люди, которые вот говорят, что надо вернуться к природе и так далее, давайте откажемся от всего современного и так далее, я это считаю, что нас тянут вниз. А я считаю, что надо тянуть вверх. Человечество будет развиваться. Конечно. Ты про это вот на самом деле? Я и про это тоже. Потому что мы не можем говорить о том, что... давай так. Человечество неминуемо идет к гибели. Любая цивилизация рано или поздно заканчивает гибелью. Это довольно унылая перспектива. Слушай, унылая перспектива. Мы же все равно умрем. Как я всегда говорю, рождение – это первый шаг к смерти. Но как мы проживем этот промежуток от рождения до смерти? Как мы его пройдем?
мы пройдем его в мире и согласии с самим собой, или мы будем воевать? Цифровой мир – это зло, что-то там еще – это зло, давайте все бросим, давайте уйдем куда-то там. Или мы начнем как-то интегрироваться, но не забывая при этом, кто мы есть на самом деле. Что основа – это наш дух, это наше сознание. И душа, у нас же есть 3 наших основных составляющих. Дух, душа и наше тело, в котором это помещается. Душа приходит от предков за получением опыта, а дух – это то сознание, которое знает все обо всем, и в том числе про цифровой мир. Ага, то есть на самом деле я вот часто бываю в арабских странах, и меня поражает, особенно в тех же Эмиратах, насколько они смогли интегрировать вот этот вот глубинный ислам. Вот ты стоишь, слушаешь молитву, и ты стоишь в окружении небоскребов, едут дорогие машины, что-то транслируется. И я понимаю, что эти ребята мучительно ищут, собственно, точно такой же путь. Да. И мы ищем каким-то образом. И твой путь, твой вариант – это один из возможных вариантов. Только правильно? давайте не забывать, что там очень до сих пор принято. Очень красивая молитва, очень красиво поют, очень красивый храм, очень красивые города. И вся пустыня набита машинами, где люди просто приезжают в пустыню, выходят, садятся на песок и остаются наедине с той природой, которая им дана в том месте. Да, Там на просто едешь, и вдоль шоссе вот машины и люди, которые просто сидят на песке. Да. Потому что они родились в этом месте, это их родное. Да? Это прописано в их генетическом коде. Понимаешь? Вот что сейчас еще происходит? Нам привносят различные традиции, которые не прописаны у нас в генетике. Но самое интересное то, что когда мы соприкасаемся с чем-то истинным, с чем-то вот настоящим, у нас начинают бежать мурашки по коже. Мы соприкоснулись с этим, у нас прям, ну надо же, как это все, вот это, а потому что это генетическая память, которая есть в нас. И вот когда, как это, настоящее или не настоящее, побежали мурашки по коже или не побежали? Вот если побежали, то это настоящее, а если не побежали, вы взяли руки в ноги и побежали просто У меня отсюда. опять идиотский вопрос, но он полувопрос, полувывод. А я вот сейчас сижу и думаю, ну вот так вот взять, выехать в пустыню. Окей, они там друг друга видят на километры, ровная поверхность, все чинно, благородно, безопасно. Ну, давайте я сейчас поеду в лес, сильно это будет безопасно? Нет. А прийти к шаману, прийти на практики, на ритуалы, на обрядовую баню, это безопасно. Сходить, черпнуть вот этот вот энергии, подчерпнуть каких-то вот самопознаний. И все это в довольно безопасном современном Я варианте. прошу прощения, циничное Это так? сравнение такое. Турагент в мир... Отличное сравнение, да. То есть одно дело, ты сам выехал, поехал. Такой там, безопасный чёрт туризм. его, в этот, да, это так и есть. То есть мы приходим к тебе, говорим, отведи нас туда, ты нас ведешь определенными маршрутами. У каждого они, видимо, свои. Да, но они Да. у каждого свои, но тем не менее ты знаешь, что вот этот маршрут не надо использовать там, допустим, не надо пить настой из мухоморов, потому что не надо. Там псилобицина, от него у тебя крышу сдует. Но мы не будем говорить по поводу мухоморов. Я уже сказала, что я не сторонник всяческих растений силы. Дополнительных, да. Допингов. У человека есть потенциал. Ученые зарегистрировали разную частоту излучений нашего головного мозга. Мы занимались этой темой, да, действительно так. Безусловно, да. То есть Да. что у нас происходит? Альфа-состояние, легкий транс. Когда нам снятся вещи и сны. Или когда мы только начинаем засыпать, или перед самым пробуждением. Когда вот эта фаза быстрого сна. Да? Вещи когда... сны, ты имеешь в виду? Да, вещи и сны, я же говорю, когда нам начинают сняться вещи и сны, да, когда мы что-то предвидеть начинаем, когда у нас работа мозга вот в этом альфа-состоянии. А есть более глубокий транс, мы сейчас не говорим про него, потому что шаман входит реально, когда он работает, он действительно погружен совсем в другие, совершенно Тащить по-другому. туда человека Не без- надо, абсолютно. А, вот достаточно. она, вот Достаточно погрузить в легкое это состояние. А практики-то так и происходят.
Ну, это не у всех так практика происходит. Вот ты мне говоришь, ты очень правильно стыковала науку и мистику, то есть вот находиться рядом с тобой в альфа-состоянии, это нормально, Нормально. а тебе придется заехать в более глубокие слои, потому Но что... мне не придется, я просто я в по этих факту слоях, у да, них. я по факту у да, них, вот да. что называется. Но чтобы тебя услышали, понимаешь, вот мы же работаем между... Вот сейчас у меня была обрядовая баня на позапрошлой неделе. Обрядовая баня – это всегда переход. Я очень аккуратно пишу про обрядовую баню. Ну, это как-то случилось, что у нас сейчас разговор идет вокруг обрядовой бани. Мы все время, потому что это три мира. Мы ходим точка между трех концентрации, миров. точка применения Интересно, твоих вот- да, и об этом мало информации. Что Поэтому происходит? хочется узнать, да. Человек, женщина, лежит в обрядовой бане. То есть это всегда переход через смерть. Почему через ритуальную смерть, через ритуальное погребение, так называемое? Почему? Обряды переходов. То есть мы не станем девочками. Ну, мы не станем девочками, да, потому что элементарно мы уже физически не девочки, потому да? что наука тоже никуда не делась. Однозначно, Физиология- естественно. И что происходит? То есть мы умерли для мира девочек. Мгм. О, вот это неожиданно. Мы умерли. А что Ну, мы перескакиваю? умерли для Я мира мальчиков. Да. Я перескакиваю вот с одной темы как бы на другую, но я помню, Да что нет, ты не перескакиваешь с одной смерть. темы на другую. Мы пытаемся и для людей это сформулировать. Просто отдырдырить в камеру. Это Отдыр-дыр. скучно. Смотри, что происходит. Почему сейчас огромное количество мужчин и огромное количество женщин? На мужчинах это не так видно, но когда видно, просто прям вот такой вот. А на женщинах это уже стало какой-то а-ля нормой, но, слава богу, она сейчас уходит все равно. Губки сделать, глазки сделать, жир убрать, тут накачать, еще что-то, юбку покороче надеть, она бабушка, ей за 50, а она пытается стать девочкой. Ну, смешно, правда? Как мужчины на это реагируют? Ну, не очень, потому что Не если определенное ожидание, что ожидаешь от этого, и в какие-то вещи, допустим, из девочкового мира, которые выглядят действительно как погребальный костюм такой. А вот смотри, что происходит-то. А почему так? Знаешь, почему так происходит? Потому что нет принятия своего возраста и нет этого перехода. Мы умерли здесь, и мы стали тут. Мне в этом году через 2 месяца будет 56 лет. И я всегда говорю, я бабушка. И когда я приезжаю на ретриты и говорю, я бабушка, мне молодые девчонки говорят, прекрати называть себя старухой. Я говорю, рот закрыла и слушай, что я сказала. Потому что бабушка... Таким жестом. Да, а потом вот это вот, и она сама себе это поднимает. Потому что бабушка – это определенный уровень, это определенная сила. И я понимаю, что... И я приняла этот возраст. И это меня не старит никаким образом. Но я такая, понимаешь? И за мной стоят все те годы, которые я прожила. И за мной стоит тот самый путь. Я приняла это. А когда женщина это не принимает, то получается то, что сейчас получается. Ну, тут смешно получается. Бабушки, пишущие подкасты, дедушки, ведущие телеграм-каналы. Это новое вообще время. То Это есть новое у нас время. целое поколение скоро будет дедушек, у которых свои роскошные телеграм-каналы с миллионом подписчиков. То есть. Так это прекрасно, потому что мы умеем интегрироваться в современную жизнь. Это не говорит о том, что мы должны сесть где-то на заваленке, повязать на себя платочек, высосать Я все палку зубы. должен купить. Да, и вот это вот все начинает. Бабушка, я так понимаю, вот поняла так, это вот ребенок, он внизу, развитие определенного человеческого. Да. А бабушка это просто верхний уровень, это левел уровня Бог. Прокачанный такой. Это прокачал И свои если ты скиллы, говоря уровня молодежь. Бог, зачем ты оттуда себя скидываешь? О, отличное сравнение. Ты прокачал свои жизненные скиллы, как в игре. Да. И вот надо их понять. То Ты есть же можешь помогаешь просто, прокачивать. Конечно. да, Конечно. ухаживать за собой, одеваться разнообразно, вести подкасты, участвовать в каких-то столько всяких Давать увлечений. советы молодым. Я не знаю, рок-группу сделать, наконец, уже просто освободившись там от работы. Реализаций полно. Зачем скидывать себя с На того уровень. уровня, который ты сам Совершенно верно, да. достиг и очень многими переживаниями Да. достиг, испытаниями. Ну, мало у кого прям вообще безоблачная жизнь. Мы все через что-то Абсолютно. проходим. То есть ты хочешь сказать, что ты помогаешь людям принять вот этот левел, на котором он находится, увидеть, куда еще дальше
и потом понять, как прокачивать самого себя. Ты понимаешь как? Тут, смотри, Я все пытаюсь разобраться, потому что меня цепляет то, что ты говоришь. Но вот, цепляет, да? да. Ха-ха. Раньше Это у нас не прекрасно. получилось ничего. Тут не проговоришь столько времени, если Это мне это прекрасно. не... Смотри, я не то что помогаю, вот я вернусь сейчас к тому, о чем я до этого говорила. Была женская баня, там 60-70 градусов, ну жарко, ну долго не, ну можно просидеть все, но там делается определенный обряд, мы определенным образом пеленаем, еще там укрываем, и вот это все, а женщина лежит и дрожит, у нее зубы стучат. Знаешь почему? Сатана. Нет. Потому что открылся Нижний мир, открылась Навь. Это мир предков. И Мир выходит Нави, как говорили мир наши. Нави, да. Это я и поясняю, говорю, Навь, наша Навь да, это нижний мир, Нижний то, как мир, это да. называли на старославянском. однозначно. И выходит оттуда она, та, которую все так боятся. Старая, скукоженная. Но она может быть и не старой. Это выходит та энергия, которая присутствует. И когда я выхожу оттуда, приходит она. И об этом говорят многие, кто лежит вот в этом состоянии. Что они ощутили? Они потом говорят, и рассказывают. наше ощущение, что кто-то пришел большое, темное, это может быть страшно. Мгм. Но когда ты это принимаешь, и ты понимаешь, что ты для этого все, переход совершен. И потом вхожу я. И пою Странное слово песню. принятие звучит у всех. Вообще, у совершенно разных, вот даже сейчас не буду перечислять. Что значит принять? Да, кстати. Что значит принять? Понимаешь, принять, ты понимаешь, то есть ты осознаешь четко, что сейчас происходит. Не сопротивляться Ты своей не сопротивляешься, жизни, говоришь, нет, все, ощущениям. мне страшно, все, и вот это вот все. М. И происходит тогда, не происходит того, что должно произойти. Но тут же еще, понимаешь, как мы же погружаем человека в это состояние, и этот переход, он все равно случается. И человек как бы проваливается в это, и выходит потом совершенно в новом И качестве. вот, Смотри, уважаемые подписчики, осторожно с самостоятельными практиками, Очень потому что осторожно. погрузиться можно очень нехорошо. Я вот что хочу сказать. Я вот баню Самостоятельно. сразу вспомнил. Я много, все-таки 50 лет, когда ходишь в баню, много чего наблюдаешь. Мужчины вот приходят, там у нас в бане в Сандунах бывают и академики, и многие другие люди. И очень смешно. Это вот как человек как будто играет другую роль. То есть академик неожиданно начинает так это материться, там какой-нибудь вроде благообразный мужчина, там идеальный муж, вдруг неожиданно прямо вот лицо, как будто шкура сползает. То есть он пускает в себя Настоящего, внутреннего. да. Нет, он не Не впускает в внутреннего, себя. как это сказать? Он снимает просто с себя тот костюмчик, который он надевает, когда выходит, Для вот, социума. когда вот так вот он выходит, понимаешь? А он становится тем, потому что в бане, это же не просто так говорят, в бане нет генералов. Да, Все в бане равны. генералов В нет. бане Это- генералов нет, да, в бане генералов нет. Но человек становится тем, кто он есть на самом деле. А сколько сущностей вылазит в бане? И ты человеку помогаешь А вы правильно. их убираете? Ну, мы с этим взаимодействуем, да, безусловно. Взаимодействуете или гасите? Или человек, вот что происходит? Подавить вот эту сущность? Фу, это гадость, зависит- бяка, кака там. Мы что- говорим сейчас, мы встали очень на скользкую тропу, но это существует в нашей жизни, и вот кто будет смотреть, и кто был на моих ретритах, Это то есть просто однажды- индивидуально. это индивидуально, потому что бывает такое, что человек живет не один в этом теле. И, кстати, И, возможно, это его испытание. и, возможно, и всегда это испытание, и, кстати, это может быть еще следствием злоупотреблением наркотиками, злоупотреблением алкоголем, очень сильным прелюбодеянием. Почему человек так совершает? А потому что там что-то сидит, что его постоянно на это провоцирует. И в том числе неправильными практиками. Мгм. Неправильным питанием, то есть да, человек себе пускает. Питанием, Ну, питание... вот много ест, человек, вот, допустим, А это уже компульсивный. следствие. Это уже следствие? Это уже следствие. А, Это может быть уже следствие. мгм. Вот где помогает, я так понимаю, уже собственная история, свой жизненный опыт, от медицинского образования до различных, Да, в том числе. собранных вот по жизни, как бусинок
Да, как А можно ожерелье. тебе задать интимный вопрос? Скажи, Можно. пожалуйста, а ты роды же принимала? Конечно, я же А работаю. много ли тебе приходилось принимать родов? То есть, вот я имею в виду, это уникальный момент, это вот как у людей, присутствующих при смерти, они, ну, И я скажем, провожала людей я на понимаю, но ту вот сторону. роды, они вот как-то этот момент, он уникален с точки зрения ощущения, когда ты, понятно, что кровь, пот, слезы, там все это дело, но в то же самое время есть какая-то вот психологическая уникальность. Я не присутствовал при родах. Спасибо тебе на самом деле огромное за этот вопрос. У тебя есть дочь. Да. Скажи, пожалуйста, помнишь ли ты тот момент перед потугами? То есть что такое потуги? Когда идет, на медицинском это называется изгнание плода из чрева матери. То есть когда вот очень сильные такие вот потуги, и вот прям вот это вот все, и мы выталкиваем как бы, да, будущего человечка на этот белый свет. Было ли такое у тебя, помнишь ли ты, между потугами такой тонкий момент, ты как будто проваливалась в сон? Врать не буду, скорее наоборот, тотальный контроль над ситуацией, чтобы ребенка Ты растворялась в ситуации. нет, защитить, максимально защитить. Вот материнство, момент, когда проснулось материнство для меня. Может Не быть, тогда, когда она уже появилась на свет, а когда я шла, готовила ее к явлению. Вот максимальная концентрация на себе и ребенке. Но в сон нет. это многие женщины отмечают то, о чем я сейчас говорю. Возможно, ты просто не помнишь, но этот Возможно. момент стопроцентно Дочери был. 23 года. Понятно. Этот момент стопроцентно был. Что происходит в этот момент? Это все касаемо твоего вопроса. Когда в потугах есть такое, оно может быть краткое очень, женщина как будто проваливается в сон, она в этот момент, ее душа спускается, как бы она идет в Нави мир, в мир предков, для того, чтобы привести душу ребенка. Надо же. Когда моя дочь второго ребенка рожала дома. Первое было кесарево, а второго мы рожали дома. И мои подруги все звонили: ты с ума сошла, вот это все. Я говорю: так, все рты закрыли, я держу пространство, я над этим вишу, как орлица. И что происходит? Когда родился Арсюха, из меня просто начали литься слезы. Это слезы. То есть рожала она, а плакала ты. Ты понимаешь, нельзя было этим слезам дать какое-то пояснение радости, грусти, страха. Просто эмоциональное переполнение. Это просто у тебя льются слезы, ты рыдаешь, и вот это вот все. И оно из тебя просто вот так проистекает. В то время я очень плотно общалась с американскими индейцами племени Аджибова. И когда мы с ними списались, и они говорят: что происходит в этот момент? В этот момент наши предки провожают эту душу сюда, и они оплакивают там. Там они плачут, в Нави. А мы плачем здесь. Мы его встречаем. Мы плачем вместе с предками. Происходит переход души оттуда сюда. И об этом точно так же говорят наши повитухи, которые в древних славянских традициях. Знаешь, вот то, что ты говоришь, просто завораживает в какой-то степени. То есть у меня лично, я в принципе по натуре человек довольно недоверчивый, и если меня что-то завораживает, это значит элемент правды в этом присутствует, потому что... И принятие. Да, принятие самого этого, это через мой личный опыт, ты говоришь вещи, которые... Вот, тебе задали вопрос про роды, мне про... Еще один идиотский вопрос, а давайте поговорим о слезах. Получается... Когда говорят, что мальчикам тоже надо плакать, когда говорят, что это нормально, когда ты плачешь от эмоций, не надо себя упихивать это назад. Слезы — это какой-то важный компонент? Однозначно важный, но я хочу договорить про роды. Почему важно так, и слава Богу, слава нашим духам о том, что сейчас эти традиции возвращаются, послеродовое пеленание.
когда женщина рожает, когда есть вот эта связь с Нави-миром. Почему нет энергии, почему, называется, где женщина течет, она не держит как бы эту энергию. И нужно закрыть этот Нави-мир, нужно сделать очередной переход из... У нас эти пеленания, получается, тоже это Конечно. целый древний обряд. Естественно. Ребенок был голый, а потом его упаковывают. Это не в- просто в советское время Это не решили, просто- что детей будут пеленать. Это не просто так. Я говорю про мамочку, которая родила. Да. И самое интересное то, что в разных традициях есть это. У меня есть и наша как бы славянская традиция обрядов пеленания, даже повивание как это интересно. называется. И Мексика моя любимая, когда меня и в бабушки переводили там, и показывали обряд пеленания, они по-другому пеленают. Это не будем сейчас углубляться туда, потому что еще на 2 подкаста мы на это можем наговорить. Мы закрываем роды. В родах разное бывает. И мы закрываем Заканчиваем Нави-мир, процесс. заканчиваем процесс, чтобы мама восстановилась лучше, чтобы женское здоровье было, чтобы она могла еще родить детей, чтобы у нее молоко пришло, она стала мамой. И мы переводим ее, и она становится мамой. Мгм. А по поводу того, что ты меня Слёз. спросила про слезы, ну как, понимаешь, неправильно, что происходит с нашим организмом, уже с точки зрения медицины. И психосоматика, сейчас же многие все об этом Да. говорят. Модное слово, модное слово. Очень модное, в тренде. В тренде тоже. Неправильно выведенная эмоция, Мгм. Любая. любая, падает в определенный внутренний орган. Мгм. И Хорошо внутренний сказала. орган Неправильно выведенная эмоция. Нет плохих эмоций, есть неправильно выведенная выведенная. эмоция. Плачьте, О. мальчики, плачьте, когда хочется плакать. Неправильно выведенная эмоция падает в определенный орган, потому что каждый орган, мы говорили про печень, да, в самом, ну, где-то в середине там Мгм. подкаста, да, о том, что эмоции, яркость, быстрое принятие решений, гнев тот же самый, да. Если мы гневались, и вот хочется, мы вот это не вывели все, да чтоб ты сдох, да? Ну, сдох в плане того, что не то, что мы на человека это кричим, а что вот это вот, мы эмоцию. сотрясаем, да? У нас бах, это и в печень. Ну что ж, это даже врачи говорят, те же самые онкологи, что большую часть своих раков мы ловим именно с неправильно выведенными эмоциями. То есть здесь не могу не согласиться, здесь это действительно так. Да. И то же самое со слезами. Вот у нас есть эта горечь, да, мы просто вот все, нам надо плакать. Надо плакать, надо вывести себе это все, прожить. дать себе, ну, модное слово прожить, но дать вот вывести это все, как это модное слово, опять экологично, чтобы было, для нашего же Да тела. хорошие слова, пусть будут модными. Ну, экологично все-таки, знаешь, это не касается, когда мы по отношению к телу, это все-таки касаемо, наверное, по отношению к природе. Ну, это мое лично Ну, такое. хоть в каком-то отношении мы будем экологичны. Да, мы постараемся. Ну, на самом деле, наш подкаст, он подходит к концу, и мы великолепно вывели вот эти вот эмоции. Я получил, честно говоря, колоссальное удовольствие. Я надеюсь, все участники... Ой, я тоже и задала свои вопросы, и у меня еще больше вопросов, но это повод встретиться снова. Это повод встретиться снова, и это прекрасно, потому что у нас произошел своеобразный такой внутренний катарсис, ритуал. Огромное спасибо нашей гости за то, что она нам помогла и в этом электронном пространстве тоже решить этот вопрос. То есть это не было 2 человека наседают на человека, который считает себя шаманом. Нет, на самом деле это было совместное творчество такое. Огромное спасибо. Да, это действительно было совместное творчество. Я благодарю Алексея, я благодарю Елена за то, что вы пригласили и дали возможность выговориться и донести какую-то информацию, надеюсь, полезную для всех. Спасибо. Спасибо.